Если строительный блогер говорит «меня часто спрашивают», значит его никто не спрашивает. Но я, пожалуй, расскажу, как сделать красивый фартук из крупноформатного керамогранита. Раз уж спрашивали. А также расскажу обо всех нюансах и тонкостях, а конкретно, что нужно учитывать еще до установки кухонной мебели, сам процесс укладки, разметки, подгонки, силиконовый шов, подрозетники и так далее. Приятного вам просмотра! Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, и это канал о ремонте и отделке. Ну что ж, ранее на канале я показал укладку плитки на фартук, так называемый кабанчик, и подчеркнул все нюансы и с чем можно столкнуться, если укладывать до установки мебели. В этом же ролике плитка гораздо покрупнее, и укладку буду делать после установки мебели. Так что этот ролик для сравнения и по формату плитки, и по разнице укладки, либо до установки мебели или после. Ну что ж, за дело. Основание, как видите, уже подготовлено заранее, самим заказчиком. Латексная гидроизоляция тут неспроста, так как стены оштукатурены гипсовой штукатуркой и, к счастью, без шпаклевки. А вообще, какие требования к таким основаниям перед укладкой плитки? В идеале, конечно, должна быть качественная основа, без отслоений. Да, бывает и такое. В идеале в местах укладки плитки основание должно быть оштукатурено цементно-песчаной штукатуркой. И понятное дело, желательно ровное, без краски, побелки и так далее. Гидроизоляцию, как я уже сказал ранее, наносил не я, а заказчик. Решил немного сэкономить, как свои финансы и мое время на данную работу. И у него получилось. Единственное, еще до установки шкафов я порекомендовал заказчику купить плитку заранее, чтобы мастера, согласно фактическим размерам плитки, установили верхние шкафы и оставили еще пару миллиметров зазор, чтобы мне меньше пришлось точить край. Сделали как надо, за что им огромное спасибо. Ну и как вы уже догадались, так как есть маленький зазор между столешницей и стеной, я при помощи железной тонкой линейки снял замеры через каждые 15-20 см по всей длине, чтобы потом перенести их на плитку. Это я сделал неспроста, так как низ шкафов это не идеальная плоскость и есть неровности, и я практически повторю эти неровности на плитке, чтобы был везде одинаковый зазор, так как он в большинстве случаев не заполняется силиконом. А вот электромонтажникам я бы посоветовал сменить лазерный осипостроитель. Уж сильно большая разница. Да и зачем было устанавливать подрозетники сейчас, если лучше после укладки плитки. Поэтому я их демонтирую. А сейчас еще прикол покажу. Как думаете, почему был неприятный запах в квартире? Да, вент-канал. В таких случаях нужно гидроизолировать подрозетники заранее, что я потом и сделаю. Но вонь стоит страшная. Так, все приготовил, можно приступать к подгонке плитки. Кстати, если что-то мешает, то лучше заранее снять. У меня же это только вытяжка. Разложив плитку по полу, согласовав с заказчиком раскладку и приняли совместное решение плитку не центровать, а начинать целыми плитами от угла. Один край без реза за холодильник, а другой подрезать по краю шкафов с использованием заглушки или алюминиевого уголка, чтобы был завершенный торец плитки. Далее, оклеив край малярным скотчем, чтобы удобнее было рисовать, я перенес размеры по ширине на плитку с учетом 2 мм зазора снизу и сверху. И нарисовал линию при помощи тонкой ручки, а не карандашом, по которой и буду подтачивать при помощи черепашек. Сначала я подтачиваю грубой черепашкой для ускорения процесса, затем после примерки дотачиваю финишной, чтобы не было сколов. И вот, благодаря тому, что мастера установили шкафы на нужной высоте, согласно фактическим размерам плитки, мне нужно подточить буквально 1-2 мм, так как они учли 2 мм зазор снизу заранее, поэтому и дорабатываю только верха. И также при том условии, что столешница в идеальном уровне. Подточив первую плитку, примеряю. Для старта под плитку укладываю подкалочные пластины толщиной 1 мм. Это чтобы случайно не зацепить шкаф краем плитки. Лучше уж приподнять по месту, чем краснеть перед заказчиком, если нечаянно поцарапаешь мебель. Чтобы предотвратить падение плитки, зафиксирую струбциной. Ведь не зря же я начал именно с этой стены и заранее снял вытяжку. Так что подпорки или еще одни руки не понадобятся. А теперь при помощи присосок спокойно поднимаю плитку и подкладываю 2 мм пластину. И тут же, если все четко по верху и сбоку, то отмечаю край плитки на столешнице. Конечно же, предварительно наклеив скотч. И также по заранее сделанным отметкам переношу метки для высверливания подрозетников, также предварительно наклеив скотч, также для удобства рисования. При этом ориентируясь на уровень один из блоков подрозетников, так как один из в любом случае нужно либо опустить, либо поднять. И нужно сделать два блока в одном уровне.
но не так, как было до этого. Итак, первая плитка зафиксированная, но еще не приклеенная. Подгоняю следующую, как по высоте, так и по длине, заранее отрезав ручным плиткорезом, чуть дальше линии, но пока что без учета уголка. Просто подточил в одну линию с краем верхнего и нижнего шкафчика. Далее отрезаю уголок, четко от края до края. А точнее будет, если приложить и отметить по факту. Так как уголок алюминиевый, поэтому легко можно отрезать пилкой по металлу, чтоб не тащить с собой торцовку. Все четко. Теперь нужно отметить и сточить по краю еще пару миллиметров, чтобы края мебели были в одну плоскость с уголком и ничего не торчало. Ну а толщина стенки уголка ориентировочно 1,5-2 мм. В общем, все это делается быстро и аккуратно. Ну а тут с краем я особо не заморачивался насчет микросколов. Они едва видны и все отлично закрывается этим же уголком. Собственно, получился надежный, защищенный и красивый торец плитки. Ну и теперь финишная примерочка. Бывает, когда получается с первого раза, и бывает, нужно по несколько раз снимать и дотачивать. И это нормально, если хочется сделать очень четко. Как вы можете заметить, по мне все так отлично и ничего не торчит за пределы мебели. Все в одну линию. Так, в принципе, две плитки я подготовил. Зазор как сверху, так и снизу равномерный, ничего никуда не упирается. И получается, двигать уже никуда не нужно. Поэтому отмечаю начало второй плитки. Это для удобства, чтобы приклеивать без лишних движений. Просто совместил край плитки по метке. И тут же доразметил подрозетники по краям. Теперь снимаю плитку и дорабатываю верха не грубой черепашкой, а более мелкой, чтобы убрать микросколы и сделать мини-фаску. Хотя можно было оставить и так. А на второй плитке, помимо краев, сразу же заранее просверливаю отверстия для подрозетников. Использую алмазную коронку и самодельный шаблон из влагостойкой фанеры. Кстати, это хорошая идея, так как этому шаблону уже 300 лет, и он как новый. А заранее я просверливаю не просто так, можно и после укладки на стену, но при увлажнении коронки очень много воды, а стекая по плитке вся вода куда? Правильно, под плитку и по столешнице. Короче, тут нужно либо кучу тряпок, или использовать коронку без воды. Но все мы знаем, что при увлажнении коронки они служат гораздо дольше. Отверстия готовы, да и в целом плитка на одну сторону полностью готова. Чтобы четко подогнать плитку на другой стене, то нужно сначала приклеить эту. Для чего такая последовательность, расскажу в процессе. Для укладки плитки такого формата я буду использовать гребенку 10 мм. Самая простейшая, которая есть на этом свете. Намешав немного клея, на плитку буду наносить под гребенку, а на стену на сдир, потому что это удобно, чем наносить под гребенку на стену. Корячиться там еще не только сам в клею будешь, еще и мебель. Поэтому я даже и мебель не обклеиваю, потому что знаю, что буду работать аккуратно. Это ответ для будущего комментария, почему я не оклеил мебель. А вот клей рекомендовано использовать по основанию покрытым латексной гидроизоляцией класса C2, не ниже. А кстати, клей я срезал в этом направлении неспроста. Это чтобы проще было выгнать воздух. Самый ответственный момент. Аккуратно поднять и приклеить. Но тут без присосок точно никуда. Совместив все по меткам, можно, а точнее нужно тщательно провибрировать, чтобы максимально усадить плитку и выгнать воздух. Можно, конечно, и резиновой киянкой, но эффект будет уже не тот, да и по времени получается гораздо дольше. Кстати, вдруг вы не досмотрите до конца, на этом моменте расскажу. При примерке на сухую я использую одну пластину 2 мм, а при поклейке две пластины по 1 мм, но точно не клиня. Знаете почему? Ага, смотрите ролик до конца, там расскажу. Одна готова, далее в точно такой же последовательности вторая, но с фиксацией торцевого уголка. И кстати, если вы увидели ангоп, то скажу заранее, в данном случае он не смывается, я пробовал.
А есть такие плитки, но не на этом объекте, где стоит провести рукой и рука вся белая, то в таких случаях я предварительно вымываю плитку для лучшей адгезии. Но такое встречается очень редко. Уголок я фиксирую до того, как приклеиваю плитку. И также сверху добавляю еще немного клея, чтобы уголок зафиксировался как надо. А на случай выдавливания излишков поверх обоев наклеиваю скотч, чтобы не вымазать. Чтобы выровнять плоскость двух плиток, рекомендую использовать систему выравнивания плиток. Как минимум 3, а лучше 4, в зависимости насколько кривая плитка. В моменте вибрации плитки нужно следить, чтобы не съехал уголок и клей не попал между уголком и торцом плитки, иначе потом придется снимать уголок, убирать клей и заново приклеивать. Короче, будет лишняя волокита. Далее немного убираю излишки под уголком, буквально на глубину в 3 мм, чтоб не было видно клея, а был просто аккуратный зазор. После убираю скотч, все чистенько и аккуратно. Теперь в такой же последовательности подтачиваю две плитки и еще добавляется угловой стык. Так как ранее я не сказал, что стены на самом деле завалены. Сказать, что немного, но нет, прям нормально. Но изначально договорились с заказчиком, что укладку буду производить без выравнивания, чисто под гребенку. Вот собственно, что нужно подточить черепашка для равномерного зазора, чтобы повторить завал. И на это есть одна причина. Если выравнивать слоем плиточного клея, то зазор между уголком и стеной будет не совсем равномерный. А это на самом деле прям просматриваемая зона. Поэтому лучше оставить так. Визуально завал не видно и зазор равномерный. Собственно, если не говорить об этом, то никто и не заметит. Как быстро выровнять торец плитки относительно существующей плоскости? Максимально пододвигаю плитку, она упирается одним из углов. Относительно самого большого зазора подбираю пластину, прикладываю к существующей стене и прочерчиваю линию. И стачиваю все лишнее относительно этой же линии. Не забываю доработать также сразу верх плитки, чтобы меньше снимать ее туда-обратно. Как было, вы уже все видели, а вот как стало, хотелось бы сказать, что и волос не пролезет, но думаю, это будет лишнее и ни к чему. Теперь также отодвину и оставляю зазор в пару миллиметров для заполнения силиконом. А в качестве подпорки теперь присоска, поэтому не снимая эту плитку, занимаюсь второй. И теперь можно размечать подрозетники, зная, что первая плитка стоит четко и никуда двигать больше не нужно. В общем, далее все то же самое, как и было на другой стене. Единственное, только край плитки, который выходит за пределы кухни, я не отрезал. Он закроется холодильником. Поэтому пока что без комментариев, в очень ускоренном режиме для понимания происходящего процесса. Вот такая красота. Теперь нужно подождать, пока клей схватится, чтобы затереть швы. Хотя их тут всего два. И также нужно сделать силиконовое примыкание или уголок между плиткой и столешницей и в углу.
Через пару дней простукал. Для себя, чтоб не было пустоты. Хотя, что стучать, ведь уже ничего не изменишь. Но убедился, что все четко. Стык тоже ровный и зазор сверху равномерный. Никуда ничего не уехало и не сместилось. Теперь можно убирать пластины. А вот почему две. Достается первая, а потом вторая. Так просто меньше шансов сколоть плитку. Как это легко можно сделать, если использовать одну пластину нужной толщины. Либо клинья. Теперь можно почистить и обеспылить швы, затем затереть, предварительно наклеив скотч под рабочей зоной, чтобы не вымазать столешницу и шкафы. В общем-то, по затирке швов тут особо ничего и не расскажешь. Вкратце, цементная затирка вместо эпоксидной, быстро сохнущая, темного цвета. Просто заполнил швы на максимальную глубину при помощи резинового шпателя. Единственное, замыл губкой без уплотнения ТВ кабелем, как я это обычно делаю, чтобы шов получился более плоский и практически в одну плоскость плиткой. А пока затирочная смесь застывает, тем временем дорабатываю подрозетники. Аккуратно стамеской подгоняю по просверленным отверстиям, а один блок подрозетников также обмазал несколько слоев гидроизоляции, чтоб не поступала вонь, через венканал, о котором я говорил ранее. Пока гидроизоляция сохнет, установлю вытяжку на свое место. Далее подрозетники зафиксировал тем, что было в наличии, при помощи плиточного клея, как всегда четко и по уровню. А уже непосредственно розетки заказчик самостоятельно установит потом, потому что как минимум у меня на это нету времени и я нахожусь далеко от объекта. Единственное, чуть позже, когда подстанет клей, нужно убрать сопли, которые вылезли через щели. Ну и в завершение заполнение и формирование силиконового шва. Для этого тщательно вымываю плитку слегка увлажненной тряпкой, и в основном это в местах затирки, так как в основной массе плитка чистая и блестит. Теперь при помощи пылесоса высасываю остатки пыли по шву, чтоб не оставалось песчинок, которые могут выползти в момент формирования шва и все испортить. И конечно же, для того чтобы герметик качественно держался, тщательно обезжириваю. На первый взгляд может показаться, что уже все чисто, но как видите на самом деле нет. Сам герметик немного светлее затирки, но в цвет уголка. Тут уже кому как угодно и по вкусу. Далее отрезал носик чуть больше выбранного уголка на шпателе. Кстати, не рекомендую делать большой. Подготовив туалетную бумагу и мыльную воду, приступаю к заполнению. Наносить нужно с небольшим запасом, чтобы получилось четко. А сделать это нужно с первого раза, так как если побрызгать на силикон мыльной водой, добавить уже не получится. Так как я наносил силикон в два подхода, то при смачивании мыльной водой я не дохожу до будущего места стыка силикона буквально на 10-15 см, чтобы потом была возможность продолжить. Потому что, скорее всего, сразу все сделать я не успею, так как много времени уходит на формирование трехлучевого угла. Ну или как повезет. А силикон имеет свойство заветриваться, а если образуется корка, то шов получится не совсем гладкий и красивый. Сделав одну часть, приступаю ко второй. В общем, самое сложное – это начало и конец, и при работе с силиконом нет права на ошибку. Так, при естественном освещении особо качества шва не видно, поэтому еще раз проверяю при помощи бокового света. Если все хорошо, собираю остатки мыльной воды, аккуратно, чтоб не задеть шов. Все готово. Работу сдал без проблем и надеюсь у вас тоже все получится с первого раза. По поводу сравнения между кабанчиком и крупноформатной плиткой, укладки до установки или после установки кухонной мебели, жгу в комментарии для обсуждения. Пора подводить итоги. Если ролик был действительно полезный и интересный, то рекомендую подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, влепить лайк и не забывайте про другие мои соцсети, все ссылки на которые я оставлю в описании. Скоро увидимся!